Стопроцентный результат Ижевского университета, провал Майкопского АГУ АДИИФ и прогресс в игре у Уфы Алисы и Московского Луча. Обо всем этом и еще многом другом поговорим сегодня в передаче, посвященной итогам января в группе «Б» Олимбет Суперлиги Чемпионата России. Всем привет! Это «Свободный бросок». Давно не было у нас обзора группы «Б», декабрь команды пропускали, последние матчи проходили в ноябре, о которых мы рассказывали. И вот январь, полноценный месяц, когда группа «Б» вышла на старт, было проведено 10 матчей, не так много, но многие из этих матчей оказались интересными. О 3 из них мы поговорим сейчас подробно. Все команды в январе сыграли свои матчи, кто-то в гостях, кто-то дома. В принципе, все играли и там, набирали очки. И только одна команда очков в этом месяце не набирала. Это Майкопский клуб АГУ АДИИФ. Про матч с участием АГУ АДИИФ я расскажу сегодня. А начинаем мы с очень интересной игры в Ижевске, которая прошла 10 января. Университет принимал Ставрополье. Обе команды борются за второе место по итогам предварительного этапа Суперлиги в группе «Б». Далеко убежал лидер Волгоградская «Динамо Синара», а вот между университетом и Ставропольем идет настоящая рубка, настоящая борьба за вот это самое второе место. И матч между ними, между прямыми конкурентами, ожидался в стане обеих команд с большим интересом. В принципе, ижевская команда одна из самых опытных во всей лиге, хорошие игроки. В домашних стенах она дает прикурить вообще всем соперникам, только Волгоградская «Динамо» там уверенно достаточно победила. А матч со Ставропольем подопечные Роберта Минобуддинова начали достаточно броско, уверенно, с хорошими моментами и повели в счете, и в принципе вели на протяжении всей игры. У ставропольской команды, которую возглавлял Евгений Изотин в самом начале января, Виталий Вылыченко вернулся на пост главного тренера чуть позже. Так вот, у ставропольской команды с созиданием было в этом встрече гораздо хуже. Причем не только с созиданием, да, но и с обороной. Сразу скажу, что по итогам встречи ставропольские вратари сделали всего 2 сейва из 27 бросков. С таким показателем, как 7% спасений, далеко, конечно, не уедешь, и у такой команды, как Университет, не выиграешь. Хотя это не мешало ставропольской атаке создавать свои голы. И еще за 5 минут до конца счет был всего 23-22 в пользу Университета. Но резервов на эту самую концовку у ижевской команды было все-таки больше. Они в итоге вышли вперед и даже увеличили еще счет, забив 3 безответных мяча. Итоговая победа 26-22. В принципе, весь матч контролировался ижевской командой. Победа заслуженная. По игрокам отмечу. Есть такой голкипер Юлия Пойлова, всем хорошо известная. Блестяще она провела эту встречу. 40% сейвов, да, против 7% у ставропольских вратарей. Конечно, только с одним этим показателем победа ижевской команды предопределена. Что касается ижевской атаки, то есть там 2 игрока, которые ведут, так сказать, все наступательные действия и без которых не обходится практически ни один гол. Это Екатерина Береснева и Лилия Чужанова. У первой 11 голевых очков, у второй 12, то есть 23 гола из 26 забиты при непосредственном участии этих 2 девушек. Что тут сказать? Наверное, их игру тренеры разбирают, но совладать с ними очень трудно, потому что они в каждом матче, в принципе, приносят по 20 голевых очков своей команде, и львиная доля очков вот благодаря этой троице: Чужанова, Береснева и Пойлова. У Ставрополья по 6 мячей Екатерина Нефедова забросила и Кристина Бельчикова, но сделали они по 14 бросков. Реализация такая себе, конечно, меньше 50%. У Нефедова еще 4 голевые передачи, 8 перехватов, 2 заработанных 7-метровых. Настоящий лидер команды. Все через нее, но один в поле, так сказать, не воин. Отмечу еще раз очень слабую игру вратарей. В принципе, если подправить работу на заднем рубеже, то у Ставрополья было бы гораздо больше шансов на очки в этой встрече.
Второй матч в нашем обзоре прошел 15 января в Майкопе, в столице Адыгеи. Встречались АГО Адыиф и Московский Луч. Интересное противостояние между АГО Адыиф и Лучом в этом сезоне. Обе команды до этой встречи выиграли друг у друга в гостях. Блестяще играет против своей бывшей команды Юлия Баева за Московский Луч, отгружая майкопской команде неимоверное количество голов. В общем, ожидался этот матч с интересом, и опять он прошел под преимуществом московской именно команды, под преимуществом Луча. Победу одержали подопечные Николая Измайлова, опять вторую гостевую. 29-26 таким счетом закончился этот поединок. И на протяжении всей игры лидировал Луч, практически не давая приблизиться майкопской команде ближе, чем на один мяч. Все время убегал вперед. По одному игроку из каждой команды были бомбардирами в этой встрече. Ангелина Куцевалова у майкопского АГО Адыиф 10 мячей. И Юлия Баева 12 раз поразила ворота своей бывшей команде в составе Луча. Опять благодаря ей одержана эта победа. В принципе, ожидалась, наверное, экспертами более успешная игра команды Александра Ревы. Но в этом январе майкопский клуб в неком кризисе находится. И вроде бы игроки опытные, серьезные, тренер очень хороший, опытный, а команда очки только теряет. А Луч можно похвалить, явный прогресс в его игре есть. Команда очень веселая, команда может выиграть неожиданно, может проиграть там, где в принципе она и не должна проиграть, как это произошло в третьей игре нашего обзора. Она прошла, эта встреча, в Москве. Луч принимал Уфу Алису 29 января, завершала эта игра январь в группе Б, и получилось вообще сверхинтересная, и не грех ее посмотреть даже тем, кто не следит специально за матчами группы Б. Очень хороший матч с классной интригой, с игрой, такой настоящий гандбол, без особых каких-то денег, без особого какого-то вот этого вокруг всего ковидного мандража и всего остального. Такой искрометный гандбол двух молодых команд с хорошими опытными специалистами, наставниками, тренерами, учителями. Николай Измайлов у Луча, Николай Терновой у Уфы Алисы. В общем, переходим к этой встрече. Матч получился боевым. Луч после победы в Майкопе рассчитывал закрепить свой успех и приблизиться к адыгейской команде к 4-му месту уже. Ожидали они победу. Уфа Алиса после ряда осечек в таком состоянии психологическом не очень хорошим приехала в Москву, но приехала бороться, приехала за очками. В принципе, команды очень похожи, команды равных, наверное, возможностей. И весь матч он прошел в равной борьбе. 11 раз счет на табло высвечивал одинаковые цифры. То есть это говорит о том, что команды все время были рядом, никто никого не отпускал. А первый тайм вообще остался за Уфой Алисой 13-14. Так он завершился в пользу гостевой команды. Во второй половине встречи Луч чаще стал выходить вперед и вообще в самую концовку ушел с преимуществом в 2 мяча за 1,5 минуты до финальной сирены. Ну, казалось, что упустить такое преимущество очень сложно, но, как оказалось в итоге, можно. Уфа Алиса блестяще воспользовалась своим главным бомбардиром Екатериной Голуновой, которая сначала сделала счет 28-27, а затем после потери Лучом мяча, причем, что интересно, у Луча в решающей атаке мяч потеряла именно тоже лидер голевой Юлия Крупенникова. И вот осталось совсем немного, около 20 секунд на атаку Уфы. Николай Терновой взял тайм-аут, прекрасно его провел, сказал, что Катя, на тебя вся надежда смотрит, вся Башкирия. И именно Голунова сравняла хорошим хлестким броском низовым счет в матче 28-28. У Луча был еще шанс и 5 секунд на свою атаку, но с броском гандболистки Луча справилась голкипер
Уфы Алисы Елизавета Дьяченко, которая, в принципе, в зачет можно занести эту игру. Очень интересный, хороший матч, боевая ничья, справедливый исход матча. Я думаю, обе команды согласятся с тем, что каждая заслужила по очку в этой игре. По игрокам: Юлия Крупенникова у Луча 8 голов, 5 голевых передач. Лучший бомбардир команды, лучший игрок матча у Уфы Алисы Екатерина Голунова 12 голов. И отмечу также Регину Якупову, голкипера. У нее 40% сейвов, 15 сейвов она сделала из 37 бросков. Теперь несколько слов про статистические показатели игроков по итогам уже вот этой большой части чемпионата с сентября по начало уже самое февраля. Начну с бомбардиров непосредственных. Лидирует здесь Екатерина Нефедова из Ставрополя, 99 голов у нее. Следующий ее мяч будет 100-м для Екатерины. Она очень серьезно опережает второго своего преследователя, третьего. На втором месте 77 мячей Юлия Баева из Луча. На третьем 76 Екатерина Голунова из Уфы. Здесь пока, конечно, в споре бомбардиров безусловное преимущество у ставропольского лидера атак. Теперь по системе гол плюс пас интересно посмотреть, потому что очень много передач раздают некоторые игроки, и здесь уже ситуация меняется. Первое и третье место по системе гол плюс пас у игроков университета Ижевского. Лилия Чужанова, это 144 очка, и Екатерина Береснева 126. Если поделить на количество матчей, то в среднем 11 очков приносит Чужанова и чуть менее 10, 9,7 Береснева. 20 голов в каждой игре в среднем забиваются при непосредственном участии этих двух игроков. Я думаю, что вот тренеры соперников должны, конечно, это иметь в виду, и они, наверное, разбирают непосредственно игру этих двух игроков, потому что, мне кажется, других там и разбирать не надо, кроме вратаря еще Юлии Пойловой. Закройте Бересневу и Чужанову, да, если у вас получится, и у Ижевска не остается никого, кроме голкипера, ну, в смысле, в таком голевом мощном плане. На втором месте та самая лидер Ставрополя Екатерина Нефедова, у нее 137 голевых очков, 99 голов и 38 передач. Это 10 мячей в среднем при участии Нефедовой забрасывается в Ставрополе. И вратари, еще один важный показатель. Здесь безусловное лидерство у волгоградских вратарей, за счет чего команда Олега Кулешова сейчас находится очень высоко, потому что ни среди бомбардиров, ни среди ассистентов игроков из Динамо Синары нет. Это значит, что очень равномерно распределяются все эти атакующие действия между всеми полевыми игроками. А вот голкиперы и Анна Верещак, и Мария Дувакина находятся в лидирующей тройке. 45% сейвов в среднем у Анны Верещак и 38,7% у Марии Дувакиной. Между ними втиснулась великолепная, легендарная Юлия Пойлова из университета. У нее 39,8%, тоже очень высокий показатель. Прямо вот прекрасно. За счет ее действий Ижевский клуб, конечно, набрал очень много очков. Теперь, что касается турнирной таблицы, за месяц есть изменения, не только в очках, естественно, но и в перемене мест. Поменялись команды, занимавшие по итогам прошлого года 3-4 место. Ставрополье подвинуло с 3 места майкопскую АГУ «Адыив». Майкопчанки 0 очков набрали, очень, так сказать, нехороший для них показатель. У Ставрополя 4 набранных очка, и они уже оторвались от АГУ «Адыив» на целых 3 очка. А майкопскую команду теперь поджимает Московский Луч, отступая всего на 2 балла. И вполне возможно, что уже в феврале Майкоп может продолжить свое падение, а Луч, наоборот, заберется чуть повыше. Ну, а лидирует, безусловно, Динамо Синара. У Динамо 2 игры в январе, 2 победы. И на втором месте уверенно Ижевский университет, 100% тоже показатель, но в 3 матчах 6 очков. Это 3 победы.
Теперь, что касается февраля, уже завтра начнется игровая сессия в группе «Б». И сразу очень интересный матч. По традиции я 3 матча назову, которые в феврале наша редакция выбирает самыми интересными и рекомендованными к просмотру. Хотя, конечно, смотрите все игры. Так вот, завтра в Ижевске университет примет «Динамо Синару». Это битва лидеров, безусловно, матч, который много, если не все, должен показать перед самой концовкой предварительного этапа. Кто все-таки займет первое место? У университета, наверное, последний шанс как-то приблизиться совсем к волгоградской команде. В общем, посмотрим, как проявят себя оба клуба, и ждем интересную игру. Уже 7 февраля сверхинтересный матч тоже в борьбе, как видится, уже за 4 место. В Москве Луч примет АГО-ДИИФ. В случае победы Луч сравняется по очкам с майкопской командой. Ну и там уже вступят в решающую фазу голы, очки, так сказать, секунды. Сейчас не буду вдаваться в это. Есть прекрасный шанс у Луча подвинуть АГО-ДИИФ. Посмотрим, удастся это или нет, или продолжится их серия гостевых взаимных побед. Ну и, наконец, в самом конце месяца, 25 февраля, интересная встреча пройдет еще в Ставрополе. И тоже с участием «Динамо Синары». Приедет, не знаю, будет он лидером тогда или нет, «Динамо Синара», приедет в Ставрополь к тоже серьезному сопернику. Посмотрим, смогут ли ставропольчанки навязать свою игру и борьбу волгоградской команде, и как завершится этот матч, тоже во многом зависит от этого результата, итоговое положение команд. Всего за месяц все команды проведут по 3 игры, кроме «Динамо Синары». У нее в календаре целых 5 встреч за этот короткий месяц. Наверное, самая большая нагрузка на долю этих девушек. Есть тут перенесенные матчи, потому что тоже болела команда. В общем, справятся, не справятся молодые организмы. Пожелаем им удачи и всем командам. И будем ждать очень интересных матчей в этом месяце в группе «Б». Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Ждем ваших комментариев по увиденному. Смотрите вообще вы или нет группу «Б? Интересны вам эти матчи? Каких вы игроков выделите, о чем мы не говорим в своем обзоре или о чем говорим слишком много. В общем, ждем от вас обратную связь. Всем хорошего настроения, здоровья. Ну и мы скоро увидимся. До встречи.